может стать очень опасным канцерогеном, даже практически ядом. Образоваться такие компоненты, которые приводят к образованию раковых клеток, способны вызвать различные опухоли и при этом способны изменять структуру клеток на генном уровне. Приветствую вас в моем экоблоге, меня зовут Эльвира, и спасибо, что заглянули. Сегодня я разберу состав такого вот гиалуронового геля для умывания от L'Oréal Paris серии Гиалурон Эксперт. Посмотрим, есть ли здесь вообще гиалуроновая кислота в составе, на каком она месте, если она есть. Так, покажу вам, какие здесь содержатся критичные компоненты, насколько они опасны. Скажу сразу, они очень опасны. И, конечно же, покажу вам альтернативную замену с хорошими чистыми составами из мира натуральной органической косметики. Итак, начнем. Во-первых, стоимость данного геля, сразу скажу, где-то в районе 300 рублей. Упаковочка здесь у нас 150 миллилитров. Данный гель у нас предназначен для всех типов кожи, включая чувствительную. Здесь прям так и написано на упаковке. Что у нас делает данный гель? Содержит гиалуроновую кислоту, которая способствует увлажнению, помогает разглаживать поверхность кожи. Здесь также пишут, что гель превращается в деликатную пенку, что позволяет интенсивно очищать и освежать кожу. День ото дня кожа восполняется влагой, заметно разглаживается. Вот. Гиалуроновая кислота, золотой стандарт в уходе за кожей. Вот с этой фразой я согласна. Итак, смотрим на состав. И по традиции красным я выделила опасные критичные компоненты. И, как видите, они здесь присутствуют, да, еще и в немаленьком количестве. Итак, смотрим состав, и сразу же на втором месте мы видим опасные критичные компоненты. Это содиум лаурет сульфат. Я думаю, многие слышали о том, насколько он опасен. Что такое содиум лаурет сульфат? Это поверхностное активное вещество, моющий компонент, который обладает очень сильными жирорастворимыми свойствами, очень сильно хорошо пенится, используется во многих косметических продуктах и также и в моющих средствах для дома, например. Да? При мытье он образует очень такую густую пену, которая дает ощущение очень такого дорогого, элитного средства. Хотя я вам скажу, что стоимость содиум лаурет сульфата не такая высокая, вообще это самый дешевый моющий компонент. Но при этом содиум лаурет сульфат у нас очень агрессивный моющий компонент. Он раздражает кожу, при этом может ее очень сильно-сильно высушить. Понимаете, да? То есть мы вроде бы берем гель для умывания, чтобы увлажнить нашу кожу лица, а они тут добавили содиум лаурет сульфат, чтобы он наоборот высушил ее. Содиум лаурет сульфат, он может глубоко проникать в кожу, накапливаться в ней и совместно с другими опасными ингредиентами может образоваться такие компоненты, которые приводят к образованию раковых клеток. Как-то увидела такую интересную фразу, в которой говорилось о том, что да никакого вреда не несет содиум лаурет сульфат, он просто выполняет свою работу, то есть убирает грязь, жир и уступает уже место другим полезным компонентам, чтобы они уже делали свою работу, там разглаживали, регенерировали и увлажняли. Ну, не знаю, глупее фразы я просто не слышала ничего, что это вот все находится в одном тюбике. И если вы наносите данный гель, то вы наносите одновременно и этот содиум лаурет сульфат, и другие какие-то полезные компоненты. То есть они все вместе проникают в кожу, как и полезные, так и опасные. В общем, глупее фразы я просто не слышала. В общем, однозначно косметику с содержанием содиум лаурет сульфата я не рекомендую для чувствительной кожи, хотя у нас на упаковочке написано, что для чувствительной кожи, да? Для тех, у кого есть какие-то кожные заболевания. И, конечно же, ее не должно быть в косметике, предназначенной для детей. Смотрим дальше. Следующий компонент – это PPG5CT20. Это синтетический компонент. Он дает ощущение кожи такой гладкой, шелковистой, мягкой кожи. Но при этом он может содержать такие канцерогены, которые имеют
из шкалы опасности 8 баллов из 10. То есть тоже очень критичный компонент. Следующий компонент поликвартерниум-7. Это пленкообразователь, фиксатор волос, он используется в средствах для волос, антистатик. Он также делает кожу мягкой, улучшает нанесение продукта. И еще одно свойство его, это уменьшает, мне уже даже смешно стало, уменьшает раздражение от поверхностно активных веществ, от других моющих веществ. То есть, смотрите, они здесь добавили содиум лаурет сульфат, который у нас... Они добавили здесь содиум лаурет сульфат, который имеет раздражающие свойства и который сильно сушит кожу. И добавили вот этот компонент поликвартерниум-7, который нейтрализует действие содиум лаурет сульфата. Шахмат. А вообще поликвартерниум является микропластиком, то есть при умывании данным гелем вы наносите себя еще и микропластик. Следующий компонент это динатриевая соль, дисодиум эдета. Это синтетический компонент, это опасный канцероген. Возможно, степень его токсичности не такая высокая, но если при производстве нарушаются какие-то технологии, то он может стать очень опасным канцерогеном, даже практически ядом. Вообще он используется еще и как стабилизатор и консервант в косметике. Он активизирует действие консервантов, что дает более долгий срок хранения продукта. Но он с легкостью проникает в структуру кожи, с легкостью проникает в кровоток и при этом еще и дает другим опасным компонентам, другим химическим элементам также вместе с ним глубоко проникнуть в кожу и в кровоток. Динатриевая соль способна вызвать различные опухоли и при этом способна изменять структуру клеток на генном уровне. Вот. В принципе, в этом заключается его опасность, и также он может вызвать затруднение дыхания и отравление желудочно-кишечного тракта. Поэтому обязательно читайте составы косметики и ищите вот эту вот динатриевую соль в особенности, и обязательно избегайте продукцию с данным компонентом, потому что очень-очень она вредная. Ну что, еще один компонент – это парфюм. Его я хочу опять-таки затронуть в этом видео, потому что синтетические парфюмы, они у нас, конечно же, также помечены красным. Это опасный компонент. Что я хочу сказать, что данный гель у нас предназначен для чувствительной кожи. А чувствительная кожа, она у нас, в принципе, не любит вот эти различные синтетические отдушки. Чувствительная кожа у нас, в принципе, даже не все эфирные масла у нас воспринимает, да, как натуральные отдушки, а уж тем более и синтетическую. Поэтому здесь, опять-таки, такая нестыковочка, что данный гель для чувствительной кожи также предназначен еще и содержит в составе парфюм. Так, ну и давайте посмотрим, где у нас находится гиалуроновая кислота в составе. Хочу напомнить, что у нас составы пишутся как, что от тех компонентов, которых больше, они идут в начале списка. И дальше по мере убывания в процентном соотношении там идут все в конце. И давайте посмотрим, где у нас находится гиалуроновая кислота. Обозначается она содиум гиалуронат. Это, что примечательно, это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Спасибо хоть на этом. Добавили сюда низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая более глубоко проникает в кожу, нежели высокомолекулярная. Но вот то, что оно находится в списке почти в конце, предпоследними, да, а вот это вот уже совсем не радует. То есть, опять-таки, этот гель, ну, может быть, конечно, в процентном соотношении этого достаточно, то, что он находится на том месте, но наличие того, что до гиалуроновой кислоты идут такие компоненты содиум лаурет сульфат и динатриевая соль, вот это вот абсолютно не радует. И, как я и обещала, давайте посмотрим, покажу я вам средство, которым я вам предлагаю заменить данный гель. Это не совсем гель, это пенка для умывания белый рис от бренда Клеона серии белый рис.
Что сказала об этом? Предназначена для всех типов кожи и включает чувствительную. В данной пенке для умывания 150 мл объем, но, в принципе, равнозначно, скорее всего, потому что пенка у нас расходуется намного экономичнее. Так, данная пенка абсолютно не имеет никакого запаха, так как она предназначена и для чувствительной кожи лица, для тех, у кого чувствительная, для тех, у кого купероз, для беременных, кормящих грудью мамочек. Вот эта вот пенка будет отличная. Здесь она также содержит гиалуроновую кислоту низкомолекулярную. Состав вы видите, абсолютно чистый зеленый состав. И, что примечательно, данный гель еще и содержит депантенол, который также очень хорошо сказывается, очень положительно на чувствительной коже лица. Вот. Если сравнивать цену, то данная пенка стоит где-то 480 рублей, поэтому цена не такая уж, и поэтому цена не так сильно отличается, и стоящая замена данному гелю. В общем, на этом у меня все. Читайте составы, изучайте полезные и вредные компоненты, и только так вы сможете обезопасить себя и свое здоровье. Пока-пока!